кружка с надписью «Моему любимому папочке». Это что, тоже мое воображение? Что? Все, что я вижу, это бред и обман, да? Павел, успокойтесь. Вы сами себя накручиваете. Вы прекратили лечение, и вот результат. О, послушайте, следуя вашей логике, если бы я пил таблетки, моя бы жена мне не изменяла и меня не обманывала. Вот это слабый транквилизатор. Он поможет вам заснуть. Вам сейчас необходимо поспать, иначе вы причините вред. Себе в первую очередь. Это эффект блокирующего белка? Да. Белок активирует воксоплазмоз и повреждает яйцеклетки. Вот результат. И так со всей испытуемой группой. Надо тормозить разработку препарата. А с ним что делать? Ты что, проводил испытания на медведе? Хорош инвестировать. Давай уже включайся. Где мы? Ты что, шутишь, что ли? Цикаешь, пито, блин. Пуля из обычного Макарова. 6 штук, одна в сердце. Повезло. Почему повезло? Медведь. Из пистолета-то можно и не завалить. А свидетели? Стреляли ночью, сторож спал. Давай. Как спал? 6 выстрелов. Ничего не слышал, что ли? Ну тут зверье, когда начнет орать. Слушай, это камер, по-моему. Надо проверить. А где Вася? Бедный, бедный Урсус. Ушел в долину смерти. Что ты здесь делал? Это же серьезно. Ты что, действительно ничего не помнишь? Прекрати. Это прекрасно, мумфетамин. Это же был Ольга Владимировна. Да. О, у Ольги Владимировны очень хорошее лекарство. Серьезно? Серьезно, мы в зоопарке. Мы в зоопарке. Это такая прогулочка. Небольшой дивертисмент. Да, если серьезно, к тебе заехал твой друг капитан Красивцев. Он привез тебя сюда расследовать убийство медведя. Это что, шутка? Почему шутка? Это очень серьезно. Это твой личный подшефный медведь. Сколько потратил на его прокладное удержание? Может быть. Ну-ка, быстро возьми себя в руки. Ты уже достаточно напортачил со своей женой, с этой сердобольной мадамой Ипполит. Еще не хватало, чтобы капитан увидел, что крыша съехала, и лично отправил бы тебя в дурку. Что мне делать? То же, что и всегда. Расследуй, умник, расследуй.
Да поймите вы, это все сделано только для того, чтобы скомпрометировать лично меня. Лично перед кем? Лично перед городом. Медведя застрелили только для того, чтобы показать, что я плохой руководитель. А вы хороший. Вообще-то я лучший. Вы знаете, сколько я сделал? Нет, не знаю. Полгода назад закончили капитальный ремонт. Все у нас оборудование современное, новое. У нас смертность животных упала на 40%. А кому-то это не нравится. Можете предоставить список этих кому-то? Не могу. Это ваша работа, вы должны ее сделать максимально скорее. Вот, это наш начальник охраны. Он покажет вам видео с камер наблюдения. Прошу вас. Пройдемте. Ты идешь, эксперт? О, 5 утра. Оно залазит. Полшестого вылазит. Вылезает. Чё? А камеры внутри зоопарка есть? Нет, только периметр. А чё, и так здесь все ясно. В этот раз упырь добился своего. В смысле, в этот раз вы что, его знаете? Да, конечно, это ж папаша шибанутый. Что за папаша? Да у нас тут год назад несчастный случай был. Ну, мужик подбухнул, пошел с дочкой в зоопарк. А она возьми через ограждение к медведю перелезь. А папаша стоит и смотрит, дебил, представляете? Хорошо, девочка жива осталась. Но он в суд-то подал. Ага. Ну, только сам же виноват, он ж пьяный был. Потом все бегал, кричал, чтобы мы этого медведя усыпили. Имя и адрес есть? А как же? Протокол составили, все четко. Передайте журнальчик, пожалуйста. Вот тут. Леха, привет. Ты случайно не знаешь, где Настя? Я не могу до нее дозвониться. Ну, знаешь, я не удивлен после того, что ты устроил ей утром. А что я устроил? Слушай, ты достал уже всех своей гребаной памятью, а? Ведешь себя как последняя тварь. Разбирайся сам. Ты что завис? Живодер нас ждет. Какой ты вареный сегодня? Я убил эту тварь. Этого монстра. Он бы не остановился. Ты где пистолет взял, придурок? Купил его Где? на рынке. У кого? У одного человека. Я не помню, как его зовут. А потом куда пистолет дел? Я выбросил его. Куда? В пруд. Что вы делали после того, как убили медведя? Пошел к доченьке. К моей роднулечке. Она не могла спать, она все время плакала. Она все время говорила: папа, папа, ну, мне страшно, говорит, ночью медведь за мной придет. Я говорю: не волнуйся, я говорю, я защищу тебя, я убью его. Папа все сделает как надо. Какой ты доченьки пошел, алкаш? Тебя бухущую взяли на съемной квартире. Дочь и жена не живут с тобой. Да, потому что так надо, это не ваше дело. Что вы от меня хотите? Мы хотим выяснить обстоятельства преступления. Все выяснено уже давно. Я убил эту тварь. Точка. То есть, по-твоему, это логично, а по-моему, нет. Он был настолько пьян, что чуть не разбил себе башку, когда через забор перелезал. И что? Да и все! 6 пуль медведя, как в тире. Он в стенку с 2 шагов не упадет. Ну, может быть, медведь спал, у него было время прицелиться? Да, так другое дело, конечно. Слава богу, хоть с этим делом возиться не надо. Все гладко, четко, красиво. Пробил я тебе твоего узбека в посольстве. Какого узбека? Из зоопарка? Что с тобой сегодня? Какого зоопарка? Может, тебе к врачу обратиться? Узбек, про которого нам рассказал свидетель Пеньковский. Ну, дальше очень хвалили. Бабу с 3 сиськами хочу.
С двумя надоели уже. Ты что, начальник? Ой, начальник, ты что? Шутить, что ли, решил? Начальник, Я с тобой по-другому могу поговорить. Наташу Шаботенко помнишь? Школьница. Полгода назад ее изнасиловала группа отморозков. Есть свидетели, что ты был среди них. Если эта информация попадет в камеру, из твоей жопы сделают тоннель, как под метро вокзальное. начальник, Встань. я все скажу. Начальник, я все скажу. Рассказывай. Сеня сам завалил девчонку крупье. Своими руками. Когда? Полгода назад. На Владимирской было казино, Фархат называлось. Его один узбек держал. Но Сеня тогда был пьяный. Вот, стал с фишками мутить. Ну, а девчонка крупье просекла и заорала на него. Ну, тогда Сеня достал волыну и завалил ее. Вот, начался кипиш. Узбек стал стартовать на Сеню. Из-за девки крупье? Ну, они типа спали вместе. Вот. Потом охрана положила Сеню лицом в пол. Вот, потянулись наши. Где теперь узбек? Я не знаю. А как его зовут? Узбека. Назаров Фархат Назарович. Аллилуйя. Занимался контрабандой. Плюс подпольное казино и стрип-бар. Все продал. Посольство что-то темнят. В Узбекистан не въезжал, где теперь его местонахождение, не говорят. Короче, я готов заниматься этим делом. Сейчас закроем этого папашу-убийцу медведей и вперед. Слушай, подожди с этим узбеком. У меня семейные проблемы. Давай я решу и все выясню. Да что с тобой? Тут ты весь из себя народный мститель, голой жопой наезжа. А тут ведешь себя, как будто мне больше всех надо. И еще я не уверен, что папаша стрелял в медведя. Звони врачихе, Паша! Что ты делаешь? Ты что, выходишь? Да. Ты можешь жить здесь. Только имей в виду, у тебя задолженность по ипотеке почти за полгода. И ты, наверное, должен как-то это все решить. Ты выходишь к Лехе? Я ухожу к Лехе, а потом к Антохе, а потом к другому своему любовнику, а потом иду на панель. Я же шалава. Как я могу тебе верить, когда ты всегда что-то не досказываешь? А все эти подозрения, к которым я не знаю, как относиться, сегодня Ольга Владимировна мне все объяснила. Ты что, была у Ольги Владимировны? А, ты не помнишь? Да, она мне написала, сказала, чтобы я приехала. Я приехала, ты спал. Мы с ней поговорили, ты проснулся. Я сказала, что я против госпитализации. Мы поехали домой, где ты всю дорогу молчал. А когда приехали, ты устроил мне истерику, назвал меня лживой аферисткой и ударил. Что? Очень удобно, ничего не помнить. А потом приехал твой друг из полиции, и ты как ни в чем не бывало уехал. И можно звать меня как хочешь. Хотя если бы я хотела другого мужчину, было бы странно потратить год жизни на поиск и вытаскивание тебя из психушки. Ради того, чтобы жить с человеком, который не помнит тебя и шугается от каждого твоего прикосновения. Ты же знаешь, я болен. Знаешь, Паша, существует предел, после которого терпение перестает быть добродетелью. Сложно, да? Да. А вот поэтому я и не женюсь. Я что, на самом деле ее ударил? Безусловно.
Я этого не помню. Ну, с тобой это в последнее время часто происходит. И что это значит? Не знаю, это не ко мне, не врач. Это к Ольге Владимировне. Ты что, и про расследование ничего не помнишь? Про расследование помню. Занимайся расследованием, в чем проблема? Там, отомсти за Мишку-то. Ты можешь мне помочь? Могу. Знаешь, кто может рассказать о мужике всю правду? Кто? Его бывшая жена. Нет. Его злая бывшая жена. Нам даже компенсацию заплатили. Небольшую, правда. Он грозился в Верховный суд пойти, но ничего не сделал, конечно. Тяжело было? Очень. Я думала, что с ума сойду. Из-за того, что он напился, у ребенка вся жизнь поломана. Ой, здорово. Откуда у тебя такая штука? Дядя дал. Дядя дал? Очень классно. Только аккуратно, не облейся, пожалуйста. Да? Иди играй. Эй! 3 месяца назад попросил его съехать. Достал просто. Чем? Пьянством? Да нет, жалостью к себе. Настился своим чувством вины. Я виноват, я не справился, я должен был. И ноет, и ноет, и ноет, и ноет. Пока не скажешь ему, нет, ты не виноват, ты хороший. Ну и так все по кругу. Просто внимание к себе привлекал. Еще раз повторяю, я уверен, что Бурбак не виноват. Да этот алкаш уже подписал все. Шеф доволен, мэр доволен, Бурбак доволен. Его сейчас журналисты фотографируют. Вот именно, он привлекает к себе внимание. Стас, Бурбак в жизни никто. Его не уважает жена, она не пускает его к дочери. На работе его понизили, считают его неудачником. Это его 5 минут славы. Дороговато они ему обойдутся, хорошо, если только условным отделается. Да правильно, он любит страдать, изображать из себя жертву. Это виктимный тип. Что мешало ему убить медведя? Виктимный. Такие люди очень много говорят и очень мало делают. Давай прочешем с тобой пруд в зоопарке, и там не будет никакого пистолета. Отличная идея. Сейчас я скажу Скульскому, что нашему эксперту нашептали голоса о том, что нам нужны очень дорогие водолазы для того, чтобы прочесать пруд в зоопарке, чтобы убедиться, что там нет пистолета. Стас, давай проведем расследование как следует. Пожалуйста. Здравствуйте, Арест Людвигович. Скажите, а получилось установить время смерти медведя? А там на столе отчет, я все написал. Спасибо, кстати, за возможность съездить в зоосад. Там все-таки природа, а то на моей работе от людей очень устаешь. Да, понимаю. Видеть постоянно эту человеческую изнанку. Арест Людвигович, скажите, здесь написано, что животное погибло между 12 и 2 часами ночи. А насколько это точно? Ну, плюс-минус час, не больше. Что, молодые люди, помог я вам? Да, спасибо. Я возьму? Да, конечно, для вас написано. Блин! У него даже кровь медведя на ботинках была. Да, так и есть. В 5 утра его зафиксировали камеру, он перелезал через забор. Потом он зашел в клетку, увидел там убитого медведя, попинал его ногами.
И довольный собой ушел. Я тебе говорю, Бурбак никого не убивал. Кто тогда? Версии есть? Нет, пока нет. Директор ведет себя странно. Надо бы им заняться. Займемся. Завтра. Я узнал, где было казино Фархада. Не хочешь надеяться? Очень хочу. Казино здесь давно нет. Ночной клуб у нас в 9 открывается. А кто-нибудь из старого персонала работает? Слышь, откуда я знаю? Я же сказал, все вопрос после 9. Администрация вообще в 11 приедет. Ладно, позже заедем. Я не знаю, здесь частное заведение. Полиции сюда вроде как нельзя. Ну давай, мы заедем, а ты нам лекцию прочитаешь. Чего можно полиции, а чего нельзя. Так что давай, готовься. Да не нужно так стараться. Да мне в радость. Это ты себя ведешь, как последняя свинья. Шел бы ты куда подальше. Значит, слушай сюда. Завтра ты извинишься перед Настей, как полагается. Цветы, на колено встанешь. Будешь лечиться, будешь делать все, что скажет доктор. И чтоб я вот эту вот ахинею про то, что я трахаю твою жену, больше не слышал. Понял меня? А потом мы с тобой посадим всех этих ублюдков, из-за которых у тебя чердак потек. И забудем об этом, обо всем, как страшный сон. Ясно? Красавица в городе жила, очень неприступная девочка была. В школе не шалила и вела дневник, редко выезжала к морю на пикник. Рядом жил парнишка. Так, девчонки, не надо так откровенно окучивать папу. Он, между прочим, человек женатый. Простите. Извините. Пойдем со мной. Что, плохо тебе, что ли? Пойдем со мной. Девочка моя, если вдруг ты снова так люблю тебя, то, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Паш, ты чё? Где мы? Как мы здесь оказались? Ты что, прикалываешься сейчас? Нет. Что последнее помнишь? Сидим на кухне, бухаем. Ну, правильно. Ты после второй бутылочки развеселился, сказал, что какого-то узбека знаешь, через которого Сеню Дикого можно прижать. Ну, сказал, как вы с красивцем сюда сунулись. Я говорю, у меня бармен тут знакомый. Мы в такси сюда. И что, сидели тупо бухали? Ну, почему? Ты собранный был. Говоришь, дело прежде всего. Потом с администратором поговорил. И что он мне сказал? Не знаю. Где этот администратор? Фархад Назаров – это бывший хозяин этого клуба. Ты не понял меня? Я тебе сказал, не знаю никаких Фархадов. Его убили, да? Расскажите мне, его Сеня Дикий убил? Ты обдолбанный? Иди давай домой, я сейчас охрану позову. Вы не понимаете, вы мне расскажите. Мне расскажите. Ты, иди сюда. Выведи молодого человека. Да подождите. Давай домой, давай. Погодите мне. Да погодите. Посреди Пусти. так он пел и хриплый голосок дрожал. Опера парнишки шили криминал. Соединились детские сердца, так узнали.
Что значит пропал? Вчера СМС чужого номера прислала. Вот, сейчас. Так. Люда меня не будет несколько дней, так надо, Медведский. Люда, это кто? Это я. Так, ну и что? Ну и все. Нет человека, не пришел на работу, мобильный не отвечает. Дома тоже никто не подходит. Вообще-то он был очень напуган вчера. Ты тоже очень напуган, особенно последние несколько дней. Это о чем-то говорит? Может, он отдохнуть решил? Куда? Нам накладные на корма животным подписывать надо. Да ладно, животные. Люди без аванса останутся, если его нет. Елена Игоревна, мы из полиции. Капитан Красивцев, заводской РОВД. Нам нужно поговорить с вашим мужем, Медведским Николаем. Я не знаю, где он. Когда его видели в последний раз? Вчера? Да, вчера. Слушайте, может, есть смысл заявление написать? Ваш муж пропал, вы вообще не волнуйтесь. Да что вы, у вас все хорошо. Да вы не волнуйтесь. Что-то еще? Елена Игоревна, ваш муж чего-то боится, и у вас сейчас есть выбор или помочь ему, или навредить. А вы точно из полиции? Коля просил никому не говорить. На него напали, его пытались убить. Я вас очень прошу, пожалуйста, помогите ему. Здорово. Открывай. Вы кто? Паш, что-то я не пойму, а сегодня Международный день борзоты, что ли? Мы полиция. У тебя разрешение есть? На что? На то, что ты у себя в заднице греешь. Если нет, то ты скоро мало кого увидишь, кроме надзирателя. Ясно тебе? Вполне. Ну все, тогда открывай. Спасибо. Это черная метка. Теперь они избили меня. А завтра... Кто они? Вы подозреваете кого-то? Я не подозреваю. Я знаю. Это Нолик. Арнольд Криворожский, Enterprisers Plus. А почему он хочет вас убить? Зоопарку выделили большой участок земли под строительство научного корпуса. Но финансирования нет. Все заглохло. И Арнольд решил там построить развлекательный центр. Что значит, он решил там построить? Но мы с ним заключили договор. Мы хотели построить ТРЦ, и нам нравилась площадка возле зоопарка. Этот осел... Он не осел, он поц. Этот поц Медведский сам пришел и предложил нам эту площадку. Взял бабло. Взял задаток. Мы вывели землю из коммунальной собственности, и что делает этот поц? Он уводит ее в собственность своей офшорки. И чем не повод для покушения? Какое покушение? Мы послали ему открытку: Коля, так дела не делают, вернись, давай поговорим. Теперь он хочет меня убить. Вы его арестуете.
Пожалуйста. Нам надо собрать доказательства. Да какие доказательства? Вы что, не понимаете, он хочет меня убить. Он сказал, что мне осталось жить только 1 день. Что мне делать? Проведите его, интересно. Коля, что за херню ты устроил? Я устроил. А кто 3-ю фирму ввел в устав? Вы хотели размыть мою долю? Это была техническая прокладка. Да знаете ваши прокладки. Жулье охреневшее. Коля, жулье сейчас смотрит на меня. Да я жулье. Я жулье. Да вы вообще убийцы. Вы медведя убили. Зачем? Слушай, Коля, окстись. Я верующий человек, у меня 8 кошек. Зачем мне убивать медведя? Нафиг нам нужен твой медведь? Ну и что у нас тут, ух ты, разборки а-ля натюрель? Я уничтожу тебя. Я тебе не марионетка, понял? Что такое, Паш? Что случилось? Я ничего не понял, потому что берешь меня под контроль, так? Я под контроль? Паш, когда я прихожу и когда ты отдаешь мне контроль, ты хочешь... Это неправда. Неправда, что эти 2 козла завалили бедного медведя. Ну, послушай, это несчастные люди. Хотели поделить землю по-тихому, без включения прессы. Понимаешь, по-тихому. Не морочь мне голову! Я не морочу тебе голову. Я просто пытаюсь нести ясность в твою долбаную башку! Это они на меня напали, клянусь. За что там ноги тебе целовать? Василий! Верни деньги, козел. Сам козел. Вася, надо проверить. Что случилось? Тело нашли. Мужчина, 43 года, Крикунов Дмитрий Олегович. Знаешь, что самое интересное? Он работал смотрителем в зоопарке. Пошли к Мухарскому. Причина смерти – черепно-мозговая травма, перелом височной кости. Проломили тупым предметом. Под ногтями ни крови, ни эпителия, никаких следов борьбы. В крови 2,2 промилле алкоголя. Вот так вот закончилась простая дружеская пьянка. Что ты решил, что дружеская? Так он не сопротивлялся. И в желудке полно непереваренной пищи. Сидел человек спокойно, культурно выпивал, плотно закусывал. Ничто не предвещало неприятностей. Когда умер? Ну, 2 суток, может, 50 часов. Ну, там плюс-минус. Что еще? А больше, к сожалению, ничем не можем вас порадовать. Ну что, цепляться будем? Паша. За зоопарк, коп! Цепляться надо за зоопарк. Зоопарк – центральное звено, скажи ему. Ой, божечки, а Дим-то за что? Да не знаем мы пока. Ну, он же такой безобидный был. Ну, как безобидный, не злобный. Его так животные любили. Он так за Гришкой ухаживал. Так Гришка это кто? Гришка – это медведь, которого застрелили. А. У этого Гришки еще тот характер был, а Димку он любил. Он к нему прям запросто в клетку заходил. Почему вы не объявили, что он пропал? А он не пропадал. Он заявление написал об отгулах по болезни. Когда? Вчера или позавчера. Подождите, вы сами видели, что он заявление принес? Да, нет. Оно уже лежало. А что происходит? Кому понадобится братья смотрители и медведя? Вопрос. Почему обоих? А что это он? Он так думает. Что ты здесь делаешь? Пытаюсь выяснить, зачем застрелили медведя. Да мы и так этим занимаемся. Ложь.
Мы теряем время. Опрашиваем посетителей, директора, смотрителей. Про медведя все давно забыли. Конечно, он животное, не человек. Зачем убивать медведя? Какой мотив? В зоопарке, в клетке. Медведя убивают только в одном случае, если он опасен. Иди сюда, смотри. Видишь свежий песок? Здесь были ямы, их зарыли, земля свежая. Но медведь сам и рылся. И медведь сам и рылся. Покажи, как медведь роется. Медведь роет вот так, лапой под себя. Вот так он роет. Вот так. А здесь, смотри, видишь, налип песок. Это может быть только в том случае, если рыли вот так вперед. А так медведь рыть не может. Так может рыть только кто? Человек. Ты прав, мой безумный друг. Значит, здесь кто-то что-то копал. Точно. Что-то очень важное. А перед этим застрелил Мишку, чтоб тот не мешал ему рыть. И смотрите. Ты что, тут вклад ищешь? Нам нужны личные дела и трудовые книжки всех работников зоопарка. Что-нибудь еще? Ну, что я могу сказать? Большинство работников зоопарка – прекрасные, святые люди. Это же не про директора сейчас. Нет, не про директора. Это бабушки, которые всю жизнь проработали в зоопарке. Научные сотрудники, волонтеры и студенты. И? Но есть два очень интересных персонажа. Вот, например, так. Мураванный Вадим Михайлович, 1975 года рождения, множественные приводы за пьяные дебоши и драки. Так, впечатлен, но не скажу, что прям очень. Тогда тебе понравится Пичугин Борис Евгеньевич, 73-го года рождения, отсидел за кражу со взломом и грабеж. Год назад освободился и устроился охранником в торговый центр. Охранник с судимостью? Вот это не знаю. Может быть, он подделал документы, а может быть, там не проверяли. 3 месяца назад он уволился из торгового центра и устроился разнорабочим в зоопарк. Нехило продвинулся по карьере. Но самое интересное не это. Самое интересное, что 2 недели назад в этом торговом центре был ограблен ювелирный магазин. Надо проверять этого Пичугина. Проверяли, у него железное алиби. Какое? А в день ограбления он устроил пьяную драку и всю ночь провел в обезьяннике. Ну и что теперь будем делать, умник? Куда бежать, кого ловить? Не нравится мне это железное алиби. Пичугин. Дежурил Михалыч ночь. И тут ему звонок. Михалыч, беги сюда, у тебя машина. Говорит, а у Михалыча, у него машина такая старая, американец, пикап, 80-го года. У него уже бабок туда вложил. Говорю, Михалыч, ты за такие бабки ты мог бы уже… Что, все так бросил, что ли, убежал? Да нет, вот закрыл все, конечно. Просто, понимаете, у этого грабителя, у него, походу, свой ключ был. Ну и пока Михалыч разбирался со своей ласточкой, этот, значит, пришел, открыл дверь в охранку. Зашел в щитовую, все там обесточил, ну, чтобы сигнализация. Это из своих, короче. Да по-любому из своих. Подумайте сами. Про машину знал, про Михалыча знал, про то, как пройти в щитовую знал, ну, все знал. И что, грабителя тогда не нашли? Да нет, босс там всех подозревал, но половину народу уволили, но так никого и не нашли. На подходе. Работа, если что, зовите. Спасибо. Ну что, по-моему, все очевидно? Да ничего не очевидно. Да нет, как раз таки очевидно, что Пичугин разработал план ограбления, когда работал здесь охранник. Просто он понимал, что на него скоро выйдут, и ему нужен напарник. Кто? Дима Крикунов, смотритель «Медведей». Пичугин обеспечил себе алиби, а Крикунов провернул все по инструкции Пичугина. Это он позвонил, он обесточил. Он обчистил ювелирку, потом спрятал награбленное в клетке медведя. Нахрена тогда Пичугин его убил? Не знаю. Может быть, что-то пошло не так.
Еще мигалку сигнала повесить. Вася! Егоровна! Куда несешься? Ты чего? Ты не через центральный вход зашел? Через забор перемахнул, так ближе. Где он? Пойду попрошу бухгалтера, чтобы еще раз ему перезвонил. А что, где аванс? Аванс. Лёк, ты прибухнула, что ли, уже? Ты же сама мне час назад позвонила. Дуй на работу, аванс пришел. Я сейчас уезжаю, мне деньги нужны. Хорош тормозить, пошли быстро, выдашь мне бабки, разбежимся. Что за хрень, алло? Иди сюда, спокойно, иди, не двигайся. Брось нож. Нож брось, считай до 2-2. Лег. Руки за голову. Зачем ты убил Крикунова? Потому что он крыса. Забились поделить пополам, 50 на 50. А он что, больше взял? А начал непонятки разводить. Выхожу из обезьянника, смотрю новости, дело сделано. Говорю ему, где золотишко? Он говорит, закопал. Я говорю, нафига? Он говорит, надо, чтобы отлежалось. Ну ладно. Сидим на жопе смирно. Через неделю говорю, все, выкапывай. Он говорит, рано. Я начал звереть. Но он был прав. Надо было подождать. Зачем? Что он там прорастет? Мы что, Буратино начальник? Что дальше было? 3 дня назад зову его побухать. Ну и говорю ему, все, мне бабки нужны, давай выкапывай. Только давай без базара. Он говорит, хорошо, только мне больше, я все сделал. Не хочу пополам. Тут мне крышу подорвало. А что ты медведя-то завалил? Да ненавидела меня зверюга. Он бы меня порвал, как грелку, но пришлось завалить. Надо было уступить. А, может, его еще в санаторий надо было отправить? Думаешь, я никогда не стану нормальным? Нормально? Ты будешь жить на свете 10 раз, 10-кратно в детях повторенный, и вправе будешь в свой последний час торжествовать над смертью покоренным. Уильям, мать его, Шекспир. Ты чего весь день мутный какой-то? Что случилось? Настя ушла. Мы с ней поссорились, она к подруге уехала. Помирись. Семья – это важно. Слушай, насчет этого узбека. Давай вместе съездим. Хочешь, я один. Они вроде с 9 работают. Не надо, я был в клубе. Это тупик. Узбек надо по-другому искать.
Вы? Я что, звонил вам, да? Просил вас приехать? Нет. Это я вам звонила, вашей жене. Никто трубку не брал. Зачем вы здесь? Я волновалась за вас. После вчерашней ночи хотела узнать, как вы себя чувствуете. Все прекрасно. Прогресс налицо. У меня провалы в памяти, галлюцинации и голоса в голове. Это так интересно. Это тупик. Понимаете? Вы предлагаете мне лечение, считаете меня психически ненормальным. Но по всем признакам так оно и есть. Друг, жена считает меня подонком. А капитан Красивцев доморощенным Шерлоком Холмсом. А единственное, чего я хочу, это просто вспомнить. Просто вспомнить! Я не хочу в клинику, мне страшно. Но я не хочу делать вид, как будто бы все хорошо. Нехорошо. Я хочу просто вспомнить. Алло. Павел Анатольевич, вам последнее предупреждение. Какое предупреждение?